Следующий, друзья, слайд. Здесь поменялась только вот внизу табличка. Здесь мы будем говорить о тенденциях длиной в 1 год. Вверху осталось колебательные процессы, можете, так сказать, посмотреть. Также мы говорим сейчас о не колебательных процессах, а о тенденциях длиной в 1 год. На примере класс социальное жилье. Также видим Одесса $733 за квадратный метр. Это у нас декабрь 2025 года. А в декабре 2024 года это было $703 за квадратный метр, что за год показало нам динамику роста 4,27%. Но это, друзья, ну, какая-то сумасшествие. Прифронтовой город, который бомбят, выносят инфраструктуру, ни света, ни воды нет, по несколько суток стоимость квадратного метра растет. Но об этом поговорим позже, когда будем подводить итоги и прогнозы, так сказать. Дальше, город Николаев, $482 за квадратный метр, это декабрь 2025 год. И декабрь 2024 год $493 за квадратный метр, что в годовом измерении показало нам минус 2,23%. Ну и среднее арифметическое число или средняя стоимость квадратного метра в целом по региону. Видим $608 за квадратный метр, декабрь 2025 года. И $598 за квадратный метр, это декабрь 2024 года. Что показало динамику в целом по региону роста плюс 1,59%. Индекс, друзья, также положительный. Единичка, запятая 0,16. Друзья, напомню вам, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости, в данном случае, квадратного метра класс социальное жилье во времени, в течение года. Считается он очень просто, если у вас есть статистика. Показываю на примере. 608 делим на 598. Получаем рост 1,59%, или же индекс положительный, единичка, запятая 0,16. Друзья, немного саморекламы. На протяжении многих лет я и компания Alim Consulting готовим индексы для крупных украинских банков, и также банков иностранных, которые работают на территории Украины. Я знаю, что фокус-группа людей, которые меня смотрят, это как раз люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это группа управления по рискам или же риск-менеджменту в разных банках, называется по-разному. Данные специалисты по крупицам собирают данную информацию. Они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра той или иной недвижимости также во времени. Поэтому наша синергия знаний, в общем-то, поможет и вам, облегчит ваши бизнес-процессы, ну и поможет развиваться мне, заниматься наукой, и компании Alim Consulting также развиваться. Поэтому, друзья, для того, чтобы меня найти, в описании YouTube-канала есть мой Viber-телефончик или там WhatsApp, кому как удобнее. Можем списаться, созвониться и, в общем-то, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал получать полную статистику с картами, с, так сказать, таблицами, с графиками, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. В общем, друзья, звоните. Я думаю, что для вас это архиважная информация. Итак, мы подвели итоги и видим, что на 1,5% за год в целом выросла стоимость квадратного метра. Ну, а теперь о прогнозах. Давайте я закрою, наверное, показ слайдов. О прогнозах, друзья. Ну, начнем с того, что вот я уже там подсматриваю статистику, да, еще январь у нас не закончился, но уже большая часть прошла января. Сегодня у нас там какое, 23, да, 23, по-моему. Так вот, друзья, во-первых, сократилось количество предложений, то есть в отсутствие света делает свое дело. И, естественно, люди не могут выставлять, ну, нет интернета, нет света, это понятно, да, то есть катастрофически снизилось количество предложений, уже я сейчас вижу. Соответственно, вот эти январские, так сказать, морозы, да, они, я так думаю, что все-таки, ну, научили людей тому, что жить в вот этих модных 24-этажных человейниках
Но это опасность для здоровья как минимум. Во-первых, и прилетов больше всего в высокоэтажные вот эти домовладения, да. Ну и, естественно, коммунальные услуги, вся эта прелесть, она, в общем-то, отсутствует. Отсутствует как таковая, и квартиры становятся просто непригодны для жизни. Но, по крайней мере, такое я вижу в Киеве, что происходит. Поэтому, друзья, я все-таки предполагаю, и я думаю, что к концу первого квартала 2026 года мы увидим, как по проценту в месяц будет снижаться стоимость квадратного метра жилой недвижимости. Друзья, я не просто это предполагаю, хотя, видите, мне тут одесситы писали, что у меня компас сломался и карта неправильная. Почему? Потому что я в прошлом году говорил, что 2026 год мы будем видеть снижение стоимости, а с какого-то перепугу с января как раз начался рост стоимости квадратного метра и продолжался весь год, причем ничем не объяснимый. Я исхожу из того, что макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие Николаевской и Одесской области, они находятся, я имею в виду экономики, да, то есть это индексы также, находятся ну, просто в ужасном состоянии. Экономика мертва скорее, чем жива. Так вот, рынок недвижимости, являясь составляющей данной экономики, он не может показывать рост стоимости. Чем был вызван данный рост, мне сложно предугадать. Возможно, это вот эта эйфория, то, что там Трамп придет, как раз это начало года, да, порядок наведет, война закончится, ну и так далее. Ну, это как вариант. На самом деле напишите, кто о чем думает. Ну, с первичным рынком там понятно, застройщики, это традиционные, так сказать, спекулянты, которые не будут работать себе в убыток, поэтому они там что-то поднимают. Но первичный рынок переживает на самом деле не самые лучшие свои времена. И кто смотрит мои видео, тот видит, что в Одессе достаточно, ну, сравнивая с довоенным периодом, рынок недвижимости первичный мало сдает в эксплуатацию нового жилья. Поэтому еще раз повторюсь, друзья, я предполагаю, что по проценту в месяц мы в 2026 году, то есть январь, февраль, март, это на 3% увидим снижение стоимости квадратного метра. Но поживем, друзья, увидим, время пройдет быстро, запишу такое же видео и пообсуждаем, насколько я был прав или не прав. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить. Также пишите мне вопрос, я с удовольствием адекватным людям отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Alim Consulting готовит для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости. И я также надеюсь, что данные обзоры будут для вас путеводным компасом или картой. Компас не сломался, друзья. Я вам честно показываю, что растет, хотя крайне, так сказать, недоумеваю, почему это происходит, хотя предположение есть. Так вот, компас не сломался. Я надеюсь, что все-таки обзоры будут для вас картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.